Всем доброй ночи. Как видите, сегодня фейерверк, который устроили нам силы. И это не просто так, не случайность, потому что сейчас я буду показывать мальфарский обряд, чистку. Мальфары, гуцулы, карпатские чародеи. Самые сильные среди сильных. Считается, что мальфары со временем очень легко и просто справляются со стихией. Они могут остановить дождь, они могут вызвать дождь. Для них не составляет труда спасти человеку жизнь. Но они ведут такой образ жизни обособленный, отшельнический. Они живут в труднодоступных местах, в высокогорных деревнях. Считается, что человек, который приходит к ним за спасением, должен это заслужить. Он должен преодолеть определенные трудности, чтобы добраться до них и получить их помощь. Они не делятся своими знаниями. Очень редко можно по большой-большой удаче где-нибудь найти мальфарский заговор. Они настолько малоизвестны, что практически невозможно их найти. По редкой случайности их можно найти. Я хочу вам сказать, что мальфарский заговор, вообще тетрадь с мальфарскими заговорами мне был передан где-то лет, наверное, 14 назад. Но то, что я представлю вашему вниманию, это создано мной на основе мальфарского заговора. То есть взяты общепринятые фразы мальфарского заговора, которые среди мальфар популярны, и добавлено мое. У вас есть уникальная возможность услышать мальфарский заговор в моем исполнении, потому что, еще раз повторяюсь, очень трудно найти мальфарский заговор. Они так ревностно это берегут, и даже своим родным могут не оставить. Поэтому большая редкость найти их. У меня есть несколько очень сильных заговоров, которые, в том числе, которые я использую, когда я останавливаю дождь или призываю. У меня есть и то, и другое. На каналах можете найти. И останавливаю, могу остановить, если хватает сил, потому что бывает, что я очень уставшая, по-разному. Как-то я показывала вам, как можно остановить бурю. Я даже в прямом эфире это показала, чтобы вы воочию убедились, что оно останавливается. Я пользовалась работами своей бабушки, но у меня есть и мальфарские заговоры. Они работают не с меньшей силой. Мальфары считали, что те, кто способен повелевать стихией, уже достиг высшей ступени в магии. Это их слова. Итак, я хочу вам подарить это практикам мальфарский, гуцульский обряд чистки человека. Если вы хотите просто, можно сказать, даже спасти жизнь человеку и отсрочить его смерть, приостановить болезнь, которая жрет и убивает его, то вам нужно будет найти все, что в этом ритуале присутствует. Потому что, еще раз повторяюсь, это создано на основе мальфарских традиций. Это не просто так сказано. И заговоры тоже взяты из мальфарских традиций, но добавлено мое и создан мой ритуал на основе мальфарских работ. Итак, трава бессмертник, либо зверобой, либо полынь. Эти 3 травы подходят. Камни. Камни любые, но без оправы. Вещь или фотография человека.
Потому что в этом заговоре, в этой работе, в этом обряде, когда мальфары очищали человека от смертельной болезни или от страшных опасностей в жизни, они по кругу раскидывали камни. То есть в кругу камней усиливалась энергия человека и очищалась. Поэтому вам нужны будут камни. Нож атам ритуальный. Свечи. 3 свечи впереди должны быть. Восковые свечи. Воронье перо. И какую-нибудь емкость с водой, которую вы потом должны будете закрыть, унести и оставить под деревом, либо под камнем, либо в таком непроходимом диком месте. Фото, естественно, показывать не буду. Вот постарайтесь, чтобы они все плотно прилегали, чтобы получался круг. Читать нужно 3 раза. Сначала воском отливать, очищать верхний слой. И, значит, отлить воском, капать воск сюда. Естественно, если он будет чернеть, если он будет трескаться, трещать, это понятное дело, что у человека что-то есть. Но это верхний слой снимается. Потом снимается атамом, начитывается. И в конце снимается вороньим пером, и воронье перо нужно потом сжечь. Читать 3 раза. После этого вам может стать плохо. Обычно бывает, извиняюсь за подробности, после такого ритуала у вас может быть рвотные позывы, понос, головокружение. Это нормально, вы же фильтр, вы через себя пропускаете. Поэтому не переживайте, это в ближайшее время уйдет. Значит, у вас работа получилась. Итак, пожалуй, начнем. Слова мной будут читаться, естественно, на, скажем, карпатском наречии. Я не передам эти слова, чтобы она правильно напечатала. Многие слова могут быть непонятны. Но я думаю, что для людей, у которых украинская кровь, она должна быть понятна, в принципе. Не думаю, что не будет понятно до такой степени. Так, давайте-ка. Так. Окуриваем траву. Я открою окно. Угу. Итак, начнем. Мне будет неудобно крутить, но в любом случае я буду стараться и показывать, и читать вам. Одну секунду. Велика сила, свитом киваш, двигаш, мені помогаш. Стань мені допомагаш. В моем деле, а ирешнему на благо. Кручу огнем, да верчу огнем, сила древняя, да сила мощная. Да поможете мені примовити все зло, заклятбы,
замолвити, згастеть сухі, гнилі чи скусу, чи з переполоху очистицы, кручу, верчу, силу зову, призову, велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Мороки, переполохи з бурих очей, чи з світлих очей, чи з всяких очей, чи жоничі, чи хлопачі, чи з наслано, аль начитано, али послано, ветром пущено, ворона крылом отпущено, усе выживаю, вызываю, выкликаю, огнем сжигаю, силою слова смотаю, да приказываю. С него сойди, да иди соби, туды, порча, поди туды, морока, где псы не бувають, сонце не доходить, іди собі, неси собі, да пропади в чертових погибелях. Не допускаю тобі обратно, дорога закрыта, ху. Не моим словом, а силой великою тобі прогоняю. Від сонця вік, від мене лік, а біста всі бум, чистий, як вода, в руче перечистий, а все зло, ще зло слізло, моції, путері, способу немало. Аминем заклинаю, да на 40 замков закрепляю. Да будет так. Итак. Немножко с ошибками, так, несколько букв, но еще раз прочитаю, исправлю, ничего страшного. Потому что язык, когда тебе не знаком, можешь ошибаться. Вот видите, сопротивляется. Хотя бы половина должна сгореть. Велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Аминем заклинаю, на 40 замков закрываю. Убираем подальше. Этап следующий. Ножом. Велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Стань мені да помагати. В моем деле, а и решному на благу. Кручу огнем, да верчу огнем, да силою ножа, да острием ножа, сила древняя, да сила мощная, да поможи мені. Примовите все зло, заклятби, замолвите, гастеть сухи, гниличи крусу, чи переполоху очистицы, кругу вирчу, силу зову, призову. Велика сила, світом киваш, двигаш, мені помагаш. Мороки, переполохи, з бурих очей, чи з світлих очей, чи з всяких очей, чи жіночі, чи хлопочі. Чи наслано, начитано, али послано, ветром пущено, ворона крылом отпущено. Усё вызываю, выкликаю, огнем сжигаю, ножом отрезаю, силою слова сметаю да приказываю. С него сойди, да иди соби там, порча, морока, да куди пси не бувають, сонце не доходит, иди соби, неси соби, то пропади чертовой погибели. Не допускаю тобі обратно, дороги закрываю, ху, не моим словом, а силой великой тобі прогоняю. Від сонця вік, від мене лік, а без ти всі бум, чистий, як вода, в руче перечиста.
и все зло, ше зло слизло, моции путери, способу немало, аменем заклинаю, да на 40 замков закрываю. Ой, немного нехорошо. Потом пронесите над огнем, шатает, когда читаете. Пойдемте далее. Второй раз нужно повторять и огнем, и клинком, и острием ножа. Это важно. Все 3 чистки нужно напоминать друг другу. Пойдемте далее. Вороньим крылом. Воронье крыло можно достать на любом кладбище. Это не, скажем так, невеликая роскошь. Мальфарская магия в некоторых местах очень необычная, очень сложная. Очень много ингредиентов достать тяжело. Но, с другой стороны, она аскетична, очень проста. Это смотря мальфары Запада или мальфары Юга. У каждого свой стиль работы. Мальфары Запада попроще работают. Извините. Фух. Начали. Велика сила світом киваш, двигаш, мені помогаш. Стань мені допомагати в моем деле, а иришнему на благо. Кручу огнем, клинком да вороньим пером. Верчу, сила древняя да сила мощная, да поможи мне. Примовите все зло, заклятьбы, замолвите, сгостет сухий, гнилый, чей кручу, чи переполоху очистицы кругу, верчу, силу зову, призову, великая сила святом киваш, двигаш, мені помогаш. Мороки, переполохи, с бурых очей, чи из светлых очей, чи из всяких очей, чи жиночи, чи хлопичи, чи наслана, али начитана, али послана, ветром пущена, воронно крылом отпущено, усё вызываю, выкликаю, огнем сжигаю, силою слова сметаю да приказываю. С него сойди, да иди соби там, порча морока, где псы не бывают, солнце не доходит, иди соби, неси соби, да пропади в чертовой погибели. Не допускаю тоби обратно дороги закрыты ху. Не моим словом, а силой великую тоби прогоняю. Від сонця вік, від мене лік, обіста всі бум, чиста, як вода в руче перечиста, а все зло, ше зло, слізло, моции путери, способу немало. Аминем заклинаю, да на 40 замков закрываю. После этого эти 3 свечи догорают, черные свечи тушите, все убираете. Сейчас, извиняюсь. Секунду. Все убираете. Воду с воском, который накапали, относите под дерево, либо в гиблое место, но в такое место, где люди не ходят. Просто оставляйте и уходите, ничего не говорите. Используйте этот ритуал, он очень сильный. Извините. Немного нехорошо. Всего доброго.